Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Подписывайтесь, кстати, на мой канал, ведь здесь будет интересно. Сегодня обратимся к теме отношений. В центре нашего внимания будет именно механизм нереалистичных ожиданий от отношений, а точнее от партнера, ведущий к неминуемому разрушению этих самых отношений. Назвать этот механизм можно как «все яйца в одну корзину». Я поясню, что именно имею в виду. Начну вот с чего. У каждого человека есть какой-то круг общения, измеряемый количеством, грубо говоря, в штуках. И в данном случае именно количественный показатель является максимально важным для понимания сути того механизма, о котором я говорю. Среди общего количества людей, составляющих круг общения человека, будет какое-то количество людей противоположного пола. Итак, где же кроется здесь проблема и причем тут эти самые все яйца в одну корзину? Мы как раз подходим к этому моменту. Рассмотрим пример гетеросексуального мужчины. Например, в его круге общения всего лишь 5 женщин. Соответственно, это вся выборка, которая есть в его распоряжении. А это значит, что он в большей мере бессознательно будет пытаться закрыть все свои потребности через одну женщину, которую выберет для создания пары. Вот здесь-то и кроется проблема. Проблема эта состоит из двух аспектов. Во-первых, в общем и целом малый круг общения. Во-вторых, слабая дифференциация потребностей. Что это значит? Вот давайте разберемся. Это значит, что если у мужчины очень мало знакомых женщин и как результат мало опыта взаимодействия с ними, то по факту всех женщин в круге своего общения он будет рассматривать как потенциальных партнеров для создания пары. При этом потребности у него могут быть не только в создании пары, но и в чем-то другом. Ну, например, в друге для совместного хобби, в друге для поддержки, в коллеге для повышения эффективности, в наставнике, в любовнице, в коротком романе, в политическом или религиозном единомышленнике. Да мало ли вообще каких вариантов-то существует. И вот представьте, что все эти потребности мужчина, из нашего примера, перекладывает на одну единственную женщину, ожидая, что она в своем лице станет для него сразу вообще всем. Что произойдет рано или поздно? Верно, конфликты и разрушение пары. Именно так часто и происходит. И одна из причин тому критически малое количество знакомых противоположного пола. Если мы про гетеросексуальный вариант говорим. Один партнер не должен закрывать абсолютно все потребности другого. Разные потребности часто чисто логически предполагают разных людей. Но не нужно опять же утрировать мой вывод. Разумеется, партнеры могут закрывать много потребностей друг друга, а не только одну. Но весь вопрос в том, какой ценой для каждого из них это дается. И плюс могут, в общем-то, не значит должны. В этом как раз и надо разбираться в каждом отдельном случае. А мы продолжаем. Итак, каково же решение? Комплексное решение данной проблемы в нашем примере состоит в расширении мужчины своего круга общения с женщинами. И если в его круге их было 5, то ему надо сделать так, чтобы их стало 50 или 100. То есть ему нужно знакомиться и общаться. Чем больше выборка, тем проще дифференцировать свои потребности. То есть, когда в круге общения мужчины 100 женщин, ему проще понять, кого из них он воспринимает как друга, кого как коллегу, кого как наставника, кого как политического соратника, а кого именно как женщину для создания пары. Таким образом, широкая выборка формирует спектр возможных вариантов. И это происходит, в общем-то, само собой. Всякие мифы наподобие женщины и мужчины не могут дружить. Базируются именно на малом опыте личного взаимодействия и слабой дифференциации.
В завершении скажу, что желание, чтобы один человек был для вас сразу всем, само по себе искаженное является признаком наличия психологических проблематик, как правило, связанных с вопросами негативного контроля из-за отсутствия безопасности и снижением контакта со своим телом, что уже является причиной задуматься и обратиться к специалисту. Однако, дело может быть именно в узком круге общения и малом опыте, которые мешают понять, что для разных задач нужны разные люди, и тем самым сохранить свои отношения, дифференцируя свое общение. Как наши потребности формируют спектр возможной активности, так и люди вокруг формируют собой спектр возможных вариантов для взаимодействия по разным потребностям. Чем шире оба этих спектра у человека, тем ему проще быть эффективным и здоровым. Стремление к изоляции всегда ведет к проблемам. Увы, в отношениях такие проблемы часто заканчиваются не просто расставанием, но и насилием. Поэтому мои призывы просты. Во-первых, больше знакомьтесь и общайтесь. Во-вторых, если есть сложности с расширением контактов и дифференциацией потребностей, обращайтесь за помощью к психологу. И вот на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне. А я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!